Всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я буду шить повязку для дочки. Я сошью два варианта повязок из трикотажа. Если у вас нет оверлока, эти повязки вы можете шить на швейной машине. И только предварительно поменяйте иглу на иглу для стрейчевых тканей. Для того, чтобы сшить повязку, необходимо померять окружность головы ребенка. Поэтому я меряю окружность головы ребенка и также учитываю растяжимость ткани. У меня два вида трикотажной ткани. Розовая ткань чуть тоньше, чем бирюзовая. И бирюзовая у меня лучше тянется, чем розовая. Для того, чтобы сшить повязку, я вырезаю полоску длиной 75 сантиметров и 15 сантиметров шириной. Теперь складываю эту полоску лицевой стороной вовнутрь. И буду сшивать вдоль длинного среза. Также оставлю небольшое отверстие, чтобы потом вывернуть повязку на лицевую сторону. Вот так у меня получилось. Я уже сшила вдоль длинного среза. Теперь разворачиваю повязку так, чтобы шов шел посередине. У меня остались по бокам незашитые отверстия также. Теперь беру тесьму, которая будет по краям повязки. Отрезаю нужный размер. Вкладываю вовнутрь с одной и с другой стороны. Скалываю булавками. И теперь по краю прошиваю на швейной машине. Я буду пользоваться лапкой для пришивания молнии, так как ей удобнее пришивать эту тесьму. И старайтесь пришить так, чтобы захватить ткань с одной и с другой стороны. Теперь выворачиваю повязку через оставшиеся отверстия на лицевую сторону. Зашиваю оставшиеся отверстия и утюжу повязку. Теперь завязываю два узелка, и моя повязка готова. Можно ее носить. Для того, чтобы сшить вторую повязку, также выкраиваю полоску длиной 56 сантиметров и шириной 7 сантиметров. Так как трикотажная ткань не осыпается, я не буду обрабатывать края этой повязки на оверлоке, оставлю также. Теперь складываю повязку, складываю пополам, отступаю от края 5 сантиметров и прокладываю строчку. Также по краям не делаю закрепки. Я отступаю 5 сантиметров и прокладываю строчку на швейной машине. Вот так я уже прострочила. Теперь вытягиваю нитку с одной и с другой стороны и стягиваю повязку. Стянуть повязку нужно как можно туже. Стягиваю с одной и с другой стороны. Теперь завязываю узелки с одной и с другой стороны и обрезаю нитки. Также такую повязку можно сшить легко вручную, если у вас нет швейной машины. Вот такие получились у меня две повязки. Бирюзовая Саше нравится больше, чем розовая, так как розовая, она сказала, больше подходит малышам. Поэтому, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Будут вопросы, пишите в комментариях. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. Мы с вами прощаемся. Всем пока.